Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Меня зовут Саня, и сегодня мы сравниваем с вами три аппарата. Все три имеют одинаковые процессоры. Это Qualcomm Snapdragon 870. Съемка идет сразу с трех девайсов. Сначала идет Realme GT Neo 2, Poco F3, и дальше идет его копия Realme GT Neo 2 под названием Realme Explorer Edition. Сейчас будете замечать, как работают камеры. Сразу отмечаю, что Realme снимают в 4К 60 FPS, у Poco F3 съемка в стоке на данный момент 4К 30 FPS. Возможно, что-то изменится. Если что-то изменится, в ходе ролика я вам об этом расскажу. Насколько разный ценник, вы прекрасно знаете. То есть, по большому счету, Realme обгоняет Poco на процентов так 20-25. Но в то же время, если вы посмотрите на характеристики, на то, как она сейчас снимает, вот съемка опять же с аппарата, с одной стороны, это не важно, как многие говорят. Допустим, Realme GT Neo 2, все правильно, это больше игровой смарт, потому что когда у тебя тач на 600 Гц, это цвет, блеск, красота. С другой стороны, когда ты берешь в руки Realme Explorer Edition, несмотря на то, что у него нет глобалки, ты думаешь, это топ, это прям элита, и он не может стоить так дешево, а стоит он реально в районе 30-ника на Али, 11.11, я думаю, будет еще дешевле. И к чему я это все подвожу? К тому, что Poco с его датчиком приближения, перегревом, сбросом яркости, который только у меня и у каких-то других маленьких блогеров и пользователей, и его прошивкой MIUI не всем подойдет. Поэтому мне кажется, что сравнение этих девайсов практически с одинаковым, с одной стороны, железом, с одинаковыми, с одной стороны, данными, которые они выдают нам попугайчики в Antutu, с другой стороны, с абсолютно разным user experience, то есть до такой степени одним телефоном удобно управлять и справляться с ним, и таким неудобным может быть другой телефон, во всяком случае, по моему мнению, что сравнение, я думаю, вам будет интересно. До какой степени циферки идут ровные с одной стороны, а с другой стороны, насколько разная картинка, насколько по-разному пишется звук, несмотря на чертову тучу обновлений у Poco, хочу отметить. Все это желательно, конечно, в магазине прийти, потрогать и решить для себя, что лучше. А в целом, на данный момент самый новый — это Realme GT 2 Neo. Обзор можете посмотреть вместе с прожаркой на канале. Обязательно вы увидите еще сравнение фронтальной камеры, также в движении у всех этих трех смартфонов. Условия одни и те же, картинка разная. По поводу игры кайфовее всего, конечно, Realme GT Neo 2. По поводу использования, спойлер сразу, понятно, резюмирую, вы тоже увидите, но для меня это Realme Explorer Edition. Вот по поводу ценника, самое приятное — это Poco F3. Так что в течение ролика сейчас рассудим, кто же все-таки лучший. 1008 на YouTube. Всем привет, меня зовут Саня, канал Польза.нет, розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Плюс я сейчас еще часы разыгрываю за 25 тысяч рублей. Посмотрите в описании ссылку на ролик с этими часами, там все просто. И сегодня я сравню смартфоны Realme GT Neo 2, Realme GT Master Explorer Edition и Poco F3. Если вам захочется узнать о каких-либо девайсах из этого списка подробнее, то на каждый из них уже есть обзоры на моем канале. Ссылки вы можете найти как в описании, так и в правом верхнем углу экрана. А самое интересное там, разумеется, комментарии пользователей, потому что девайсы уже не первый день в продаже. Полетели. Итак, комплектация у всех трех устройств практически одинаковая. Это смартфон, кабель для зарядки USB Type-C, скрепка, защитный чехол, защитная пленка, документация и адаптер питания. У каждого разного вольтажа. У Poco F3 в комплекте еще идет переходник для наушников Type-C на мини-джек, что является приятным бонусом, если нет входа под мини-джек. И спойлер, его из всех трех телефонов нет ни у кого. Летим дальше. Из всех смартфонов глобальной версии есть только на данный момент Poco F3. Realme GT Neo 2 тоже появился глобальной версии в продаже на Алиэкспрессе, но я обозревал китайской версии. Так что смотрите сами. На данный момент вроде бы он есть, но в руках его еще пока никто не держал. И Realme GT Master Explorer Edition китайской версии вроде бы даже нет намека на то, что появится глобалка. По размерам и весу все смартфоны практически одинаковые. Realme GT Master Explorer Edition на фоне GT Neo 2 и Poco F3 выглядит более аккуратным по форме. Более ярким из-за цвета корпуса выглядит, разумеется, Realme GT Neo 2, а Poco F3 в данном случае самый брутальный. Блок камер выпирает больше всех у Poco F3, но не скажу, что у GT Neo 2 и GT Master Explorer Edition они незначительно выступают. По толщине самый огромный GT Neo 2, а самый тонкий GT Master Explorer Edition. В руке удобно держать любой, хотя GT Master Explorer Edition из-за матовой тыльной части очень скользкий без чехла. С одной стороны, с другой стороны максимально тактильно приятный. Фронтальные камеры у GT
Neo 2 и Realme GT Master Explorer Edition располагаются в левом верхнем углу экрана и в размерах в 2 раза больше, чем у Poco F3. Но его камера расположена по центру, хотя из-за свойственных размеров смотрится гораздо уместнее и аккуратнее. У всех трех аппаратов экраны защищены стеклом Corning Gorilla Glass 5-й версии. Закругленный по краям экран только у Master Explorer Edition, опять же это стекло. При этом матрица экрана абсолютно плоская. У всех трех аппаратов дисплей AMOLED. Диагональ экрана Realme GT 2 6,62 дюйма, Realme GT Master Explorer Edition 6,55 дюйма и у Poco F3 6,67 дюйма. Самый он большой. В цифрах отличие небольшое, но на самом деле экран GT Master Explorer Edition зрительно кажется меньше, чем у Poco F3. Пиковая яркость также отличается. У GT Neo 2 и Poco F3 составляет 1300 нит. У GT Master Explorer Edition 1100 нит. Визуально ярче дисплей выглядит у GT Master Explorer Edition, а вот у двух его оппонентов экраны темнят. На солнце при максимальной яркости дисплеев у всех видно все в пределах нормы, но чуть не хватает яркости как раз в Poco F3 и GT Neo 2, опять же по моим ощущениям и в сравнении с Explorer. Максимальная частота обновления экрана у всех смартфонов 120 Гц, но самая плавная картинка по мне у GT Neo 2. Тач у Poco F3 на 360 Гц, у GT Master Explorer Edition на 480, а у GT Neo 2 на 600 Гц. Прямо игровая мощь. Always on дисплей на борту у всех трех моделей, а вот DC-димминг вшит только у смартфонов Realme. Самый большой шим на максимальной яркости при выключенном DC-димминге выдают смартфоны Realme, и это 7,7%, а Poco F3 выдал 5. Проще говоря, шим там встроен. На минимальной яркости в самый большой результат выдает Poco F3, а у Realme девайсов одинаковый шим. Автояркость работает у всех отлично. Под разными углами тон картинки у GT Neo и Poco F3 желтит, а у GT Master Explorer Edition без изменений. Мультитач, конечно же, есть у всех, и берет он все 10 пальцев. Разблокировать экран также у всех трех можно при помощи отпечатка пальца и распознавания лица. Только у Poco F3 сканер отпечатка пальцев внедрен в кнопку блокировки, а у смартфонов Realme в экран. У GT Master Explorer Edition сканер отпечатка пальцев иногда промахивается, лично по мне. В остальном у всех разблокировка срабатывает стабильно, хорошо и быстро. Подбородок внизу экрана у всех есть, но средних размеров. Самый минимальный GT Master Explorer Edition. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 870 на борту у всех трех девайсов. Все они на 8 ядрах имеют максимальную тактовую частоту 3,2 ГГц. Графический процессор у всех одинаковый, Qualcomm-овский Adreno 650. Считайте один и тот же обвес. Смартфоны Realme имеют интерфейс Realme UI 2.0 на основе Android 11, а Poco F3 MIUI 12. Какой из них более привлекательный, это уже каждому свое. Но мне больше нравятся смартфоны от Realme. Хотя, допустим, моему оператору Игорю больше нравится MIUI. Оперативная память у всех устройств не самая топовая. У смартфонов Realme LPDDR4X, у Poco F3 LPDDR5, а вот это уже последнее. А вот внутренняя память отличная, она у всех. UFS 3.1, максимально быстрая. Расширить память ни у одного из смартфонов нельзя, можно только запихать по две симки. Wi-Fi 6 серии и 5G поддерживают все смартфоны, но в России это, конечно, роли особой не играет. У Poco F3 имеются 7 и 20 бенды, смартфонов Realme, у GT Neo 2 в глобалке есть и 7 и 20, в китайской версии вроде бы его нет, а у Explorer Edition 20 бенда, разумеется, нет. Но в то же время в больших городах они не хуже ловят все, чем Poco F3 однозначно. Вибро у всех хорошая, самая сильная отдача в GT Master Explorer Edition. Настроить вибро можно только в девайсах Realme, у Poco F3 единственное, что можно настроить, это уровень тактильной отдачи на жесты. Bluetooth версии 5.1 имеет Poco F3, смартфоны Realme имеют на борту версию 5.2, хотя программы некоторые показывают у Neo 2 5.1, но некоторые показывают 5.2. И в рекламе был 5.2. NFC на борту у всех, и Google Pay встает без проблем также у всех. GPS на холодную в смартфонах показывает точность 3 метра в условиях городского парка. Емкость аккумулятора у GT Master Explorer Edition 4500 мАч, у Poco F3 4520 мАч, а у GT Neo 5000 мАч. GT Master Explorer Edition в PC-марке выдал 6 часов 14 минут, Poco F3, у которого не намного отличается емкость батареи, от GT Master Explorer Edition выдал аж 9 часов 57 минут, а с самой большой емкостью аппарат GT2 Neo выдал 8 часов 55 минут. Разумеется, у всех осталось еще 20%, а тест я проводил на максимальной яркости при 120 Гц. Заряжаются с 0 до сотки смартфоны по-разному. Poco F3 за 55 минут от родного блока питания 33 Вт, GT Master Explorer Edition за 35 минут от родного адаптера питания 65 Вт, GT Neo 2 за 34 минуты от Dark Charger родного. За час игры в танки на максималках у GT Neo 2 улетает 16% при 120 Гц и 100% яркости. У Master Explorer Edition за час игры уходит 32% при 120 Гц и 100% яркости. У Poco F3 за час игры в танки на максималках улетает 20% при 120 Гц и 100% яркости. Беспроводной зарядки ни у одного из девайсов нет. В тротлинг-тесте Poco F3 показал
показал самый плохой результат. 229 гипсов минимально, максимально 335 и в среднем 260 на 100 головках при 30 минутах. Master Explorer Edition показал средний результат 247 гипсов минимально, максимально 338, в среднем 294 также при 100 головках при 30 минутах. А GT Neo 2 показал лучший результат. 241 гипс минимально, максимально 312 и в среднем 272 гипса на 100 головках при 30 минутах. И помним, что это самый новый девайс, и значит, у него не факт, что допилена до конца прошивка, что означает, что он более стабильный из всех трех устройств, во всяком случае в играх это точно. Результаты в бенчмарке в 3D-марке вы видите на экране. По показателям Poco F3 чуть хуже своих конкурентов. В Antutu Poco F3 и Master Explorer Edition практически идентичны, а GT Neo 2 слегка отстает. Уверен, что это временно. Результаты вы видите на экране. В стресс-тест Poco F3 не проходит, а из смартфонов Realme сильнее всего стрессует GT Master Explorer Edition. Опять же, Poco F3 в морозилке в особом режиме, может быть, и может пройти стресс-тест с третьего раза, но на данный момент вот у меня так, если по-простому. В игры играть комфортнее на смартах Realme, так как в отличие от Poco F3 они не понижают яркость и не греются как печка. К слову, Poco за час игры нагревается до 43 градусов и плюс скидывает яркость практически сразу. Хотя и iPhone 13 Pro через 5 минут яркость сбрасывает. Учитесь все у Realme. Основной блок камер с тыльной части у GT Neo 2 состоит из трех камер. Основная на 64 мегапикселя, ширик на 8 и макро на 4 мегапикселя с фокусным расстоянием в 22 мм. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS. Фронталка здесь на 16 мегапикселей. Максимальное разрешение для съемки видео в фронталке всего 1080p 30 FPS. Печаль. У Realme GT Master Explorer Edition основной блок камер с тыльной части состоит тоже из трех камер. Основная на 50 мегапикселей, ширик на 16 и макро на 2 мегапикселя с фокусным расстоянием 4 см. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS и снимает она без ограничений по времени. Фронталка тут не огонь на 32 мегапикселей. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS также. У Poco F3 блок камер состоит из трех камер. Основная на 48 мегапикселей, ширик на 8 и макро на 5 с фокусным расстоянием 3,7 см. Максимальное разрешение для съемки 4К 30 FPS. Фронталка на 20 мегапикселей с максимальным разрешением съемки. Ура! 1080p 60 FPS в отличие от остальных. Примеры вы сейчас увидите и сможете сравнить реальное качество этих трех устройств по съемке. И вот она, ужасная и великая фронтальная камера у Poco F3 посерединке, Neo 2 здесь, Realme Explorer Edition по левую сторону. По центру у вас Poco. К чему я говорю все время, что по центру Poco? Вы на входе тоже заметили, что Poco в целом снимает лучше. Даже дело не в стабе или еще в чем-то, а в том, что если вы посмотрите на большом экране, то, ну, он прям цвет, блеск, красота. Реально у Realme огромные проблемы со съемкой, это видно сейчас невооруженным взглядом. Притом ощущение такое, как будто ты используешь Realme 8i, обзор на который уже на канале, а стоит он всего 12 тысяч рублей. Не особо они с сенсорами Realme заморачиваются, с Realme 6 Pro они ничего не поменяли, и по большому счету все эти user experience из разряда попытки сфотографировать и рассказать, что лучше, дружба не победила, лучше Poco. Poco рулит по съемке сейчас. Понятно, что их еще чертову тучу времени допиливали, но Realme так не допилят никогда, к сожалению. Цена GT Neo 2 $436 примерно, GT Master Explorer Edition 508, Poco F3 около $300. Так что смотрим в описании ссылки или мой телеграм-канал, я обязательно скидываю туда самые интересные предложения. На моей памяти Poco F3 минимально в рублях стоил, по-моему, 21 тысячу недавно. Explorer Edition и GT Neo 2 в районе 25-27 тысяч, но еще считаем, что у этих девайсов есть таможенный сбор, поэтому рассчитываем свои возможности, но точно не смотрим на наш родной ритейл. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, в конце концов 11/11 я считаю, что это 3 лучших смартфона на выбор, как золотая середина, и даже Poco F3 со сбросом яркости. И как я могу резюмировать, вы прекрасно догадаетесь, несмотря на то, что все фломастеры на вкус и цвет разные, но эти телефоны очень легко разделить. Это для игр, это для съемки, несмотря ни на что и вопреки всему, а это для души, потому что для съемки он так себе, для игр камильфо, а вот в руках user experience и все остальное, здесь прям цвет, блеск, красота. Опять же, для того, чтобы понять, насколько один аппарат лучше или хуже другого, недостаточно просто потыкать в экран. Необходимо почувствовать материалы, необходимо почувствовать вес и, в принципе, как эта штука тебе подходит, потому что с телефонами мы общаемся больше, чем с людьми уже. С их экранами, с их микрофонами, возможно, с людьми через телефоны, но при любом раскладе мы постоянно юзаем эти устройства. Несмотря ни на что, здесь, конечно, объективно из-за ценника победитель может быть только один. Тот, которого я хейтил, хейтю и буду хейтить, потому что недостатки у них прям лютые.
И основные проблемы у ПОКа всегда в том, что они все умалчивают. Для многих вот эти вот недостатки у этих устройств, конкретно у покафонов, сенсоры приближения конкретно и сброс яркости являются настолько бесячими, что люди их разбивают. Редко, метко, но факт. Если вы хотите сравнение еще чего-то с чем-то, на канале море обзоров и Huawei P50 Pro, и iPhone 13 Pro, на iPad уже новый, и скоро на MacBook будет, и много-много всего. У всех устройств есть недостатки. Моя миссия не расхвалить их вам, постараться рассказать о недостатках объективно, потому что о достоинствах вы можете легко узнать в рекламе. Пишем в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Скоро будет обзор Xiaomi 11T, куплю уже на днях, это раз. И два, скоро также будет обзор на новый Poco, о котором вы пока точно не знаете, а я уже знаю. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал скидок в прикрепленном комментарии. Добра и удачи вам, дорогие друзья!